Вы когда-нибудь слышали, что кофе вызывает рак? Или что помидоры опасны из-за нитратов? Уверены, что да. Потому что об этом говорят все, кому не лень. Интернет полон страшилок о продуктах, которые якобы провоцируют рак. Меня зовут Ольга Аникеева, я врач-онколог, радиотерапевт. Мой стаж больше 27 лет. И сегодня мы разберем 6 продуктов, которые не вызывают рак, несмотря на все слухи. Вы удивитесь, узнав, как на самом деле обстоят дела с этими продуктами. Первый миф – молочные продукты вызывают злокачественные заболевания: рак простаты, рак молочной железы, рак яичек. Прямой связи для этого не существует. Существуют, конечно, исследования, какие-то корреляции, какие-то догадки и гарвардские исследования, которые говорят о том, что якобы в этом есть сущность. Но я вам хочу сказать, что когда исследуем эту проблему, мы понимаем, что вопрос не в молоке, а в том, что кушает корова и какое молоко она дает в результате производства. И если мы хотим углубиться в эту тему, то, наверное, нужно сказать о другом. Все коровы, которые еще не отелились, а находятся в постоянном еще в беременном, так сказать, состоянии, они производят большое количество гормонов, вынашивая телят. И вот когда они находятся в этом гормональном пике, а их доят больше, чем стеленных коров, мы действительно можем увидеть чуть больше полученного, так сказать, гормона эстрона. Но это вопрос не к молоку, это вопрос к тому качеству продуктов, которое делает производство в массовом потреблении. Прямой взаимосвязи здесь нет никакой. Можно, конечно, сказать, что массовое потребление молока может провоцировать это, но для того, чтобы это добиться, нужно вам употреблять молока не менее 1,5 литра в сутки. Вы знаете, чем мы старше становимся, у нас ферментов становится меньше, которые могут это молоко переработать. И, соответственно, скажем так, реакции желудочно-кишечного тракта на переработку такого количества, у взрослого человека практически несопоставимо. Второй миф, что жареная картошка вызывает развитие опухолевых заболеваний. В качестве рассказа можно сказать об акриламиде. Акриламид – это тот продукт, который появляется при жарке именно на масле. Сама по себе картошка никакого рака не вызывает. Она прекрасный продукт, хороший, полезный, вкусный. Другой вопрос, как вы его готовите. Конечно, если вы это делаете на некачественном масле, на пережаренном масле, на большом количестве масла, которые повторно используются для, например, фри, да, такой продукт может быть опасен, но вам нужно его есть каждый день, постоянно, круглосуточно и быть базовым продуктом для вашего питания. Как правило, такое не существует, поэтому миф – только миф. Я бы сказала, что разделить надо акриламид и картошку – это первое. И второе, акриламид сам по себе он будет влиять на любой пережаренный продукт питания, а не картофель. И ВОЗ, он видел эту взаимосвязь на влияние на злокачественные заболевания, но для этого вы должны питаться только пережаренным продуктом ежедневно. Третий миф – это то, что употребление кофе может привести к онкологии. В 1991 году действительно появились такие публикации, и они смутили население, которые сказали: нет, не пейте кофе, вы можете получить злокачественное заболевание. Но это связано было с горячим кипятком, с наличием поражением так называемой ротоглотки или пищевода. Что же касается самого кофе, в 2016 году появились красивые статьи, которые говорили: нет, кофе со своим количеством полифенолов прекрасно профилактирует опухоли ротоглотки, прекрасно снижает развитие, так сказать, антиоксидантного стресса, и поэтому его можно пить. Другой вопрос, как вы его готовите. Вполне возможно, что нужно ограничить количество растворимого кофе. Хорошая чашечка кофе будет вас бодрить, и вы будете получать удовольствие, и в то же время профилактировать Альцгеймер. И появились статьи, которые говорят о том, что 3-4 чашечки кофе может быть прекрасной профилактикой колоректального рака и рака печени. Поэтому проблема не в кофе, а в его температуре. Все-таки я бы рекомендовала пить умеренно горячий кофе не выше 65 градусов. Четвертый миф, наверное, самый популярный. Сахар кормит рак. Вы знаете, мы на самом деле, каждая клеточка нашего тела питается сахаром. Так же, как и опухолевая ткань, здоровая ткань потребляет сахар в таком же количестве. Но я бы здесь хотела акцент сделать на другом. Вопрос не в сахаре. Вопрос, что вы делаете с сахаросодержащими продуктами, насколько вы кушаете много сладкого. Если вы способны вызвать сахарный диабет в результате этого питания, да, вы находитесь в группе риска. Да, сахаросодержащие продукты могут вызвать ожирение.
И вот это, может быть, является провокатором рака, а не сам по себе сахар. Здесь вопрос в количестве, а не в его качестве. И не в том эффекте, который производит он. Все-таки это миф. Даже если вы уберете сахар совсем, навсегда, организм нуждается в нем. Вы должны знать, мозг питается только глюкозой. Он живет и питается и думает только за счет этого прекрасного продукта. И даже если вы полностью исключите его из питания, он будет его получать из других продуктов. Он будет расщеплять жиры для того, чтобы получать углеводы. Он будет получать его из любого продукта, который минимально содержит сахаросодержащий продукт. Поэтому исключение сахара не решение проблемы онкологии. Пятый миф – это диетические газированные напитки, в частности аспартам или так называемый Е951. Проводилось исследование на крысах, которое показало взаимосвязь использования аспартама и Е951 на возникновение онкологического заболевания. Но для того, чтобы у человека такое заболевание возникло, ему нужно выпить не меньше 20-30 литров в день. Если мы говорим о сахарозаменителях, то мы не решаем проблему любви к сладкому. Вы все равно будете тянуться к сладкому. Нужно искать другой способ. Психологи вообще считают, что тяга к сладкому – это недостаток любви, нежности и доверия. И лучше искать это среди людей, а не среди сахарозаменителей. Шестой миф. Употребление острой пищи может привести к раку желудка или опухоли желудочно-кишечного тракта. Вы знаете, прямые исследования в Японии не доказали такое взаимодействие. И ВОЗ считает, что данные продукты не являются канцерогенными. Но что является важным? То, что острые продукты не всем полезны. И не у всех слизистые желудка или желудочно-кишечного тракта способны переварить такое. Поэтому оно вызывает воспаление. Вот это возможно. Хроническое воспаление может вызвать злокачественную опухоль. Данное направление когда-то в Японии заставило всех пациентов регулярно проходить гастроскопию желудка. Тем самым исключив или снизив количество распространенных форм рака желудка. И скорее нужно отказаться от острого, если у вас уже есть хронические воспалительные заболевания желудка или язвенная болезнь желудка. Здесь важнее отказаться от этого, дабы не провоцировать процесс или обострение. Вы знаете, друзья, вы лучше ешьте разнообразно, сбалансированно и не повторяйтесь часто. Не нужно монодиеты. У вас должна быть обилие и радость от того, что вы потребляете, то, что вы кушаете. Это будет залог вашего здоровья, хорошего настроения и отличного здоровья в будущем.